Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Василий Волга на связи прямо сейчас. Василий Александрович, приветствую вас. Мои приветствия вам, Александр, и вашим зрителям, конечно. Василий Александрович, начать наш разговор я хочу с эпохальной встречи Си Цзиньпина и Трампа. Слушайте, бизнесменов привезли, да целый ворох, а вот эти вот перетягивания, рукопожатия чего Мгм. стоят? Мгм. В общем, такие достаточно необыкновенные вещи мы наблюдаем, а самое главное, все в предвкушении каких-то последствий. В Украине, конечно, смотрят на это и думают, что а вдруг они там как-то вот Украину поделят, ну или там что-то сделают, о чем-то договорятся, и в Украине все закончится. Мир, конечно, в недопонимании, потому что в Иране ничего не закончилось, абсолютно. Ну и, соответственно, конечно же, экономика, конечно же, геополитическое влияние, конечно же, кто кого. Причем Китай, я замечу, он первый поднял тему Тайваня открыто, публично. Говорит, не суйтесь к там, не суйтесь, иначе будет такая война, что небу станет жарко. Как вы смотрите на этот визит? К чему готовиться? И, ну, чьи ожидания оправдаются? Каких людей, которые думают, что разрешение произойдет в какой части света? Или в принципе на шарике? Без сомнения, это явление эпохальное, тут я с вами согласен. Знаете, в отношении перетягивания рук, ну так это старая политическая, дипломатическая штука. Те, кто когда-либо был занят в политике, в международных встречах, то старшее поколение, во всяком случае, со мной так было. Вот. Масол Виталий Андреевич мне об этом рассказывал, Марчук Евгений Кириллович, Плитин, Владимир Никифорович. Ну, это я называю министров, премьер-министров Украины, вот, с которыми мне довелось работать. Так вот, в рукопожании они обязательно вам скажут. Победит тот, это первое вступление в переговоры, кто сможет выстоять в своей позиции, кто заставит сделать шаг навстречу. Ну, собственно говоря, Си Цзиньпину это удалось. Он очень мощно себя держал. И как бы Трамп не пытался вот свой коронный прием провести, такую, знаете, борьбу при встрече, то есть бросок такой на себя, да, рывок на себя, который он делает практически со всеми и политиками. К этому был готов Си Цзиньпин, и это показало его устойчивость, уверенность в переговорах. Собственно говоря, знаете, вот это рукопожатие, это чем-то напоминает бой, вот когда выстраивались в средние века войска, и выходили рыцари, самые сильные, один с одним, и бились, да, вот это рукопожатие перед тем, кто победит, и очень часто этот поединок решал, собственно говоря, исход битвы. Дальше принималось решение биться или остановиться на этом поединке. Вот. Что произошло в данной ситуации, почему Китай столь уверен? Здесь очень мощный, конечно, экономический фактор и фактор Ирана. Ведь визит Трампа, он, насколько нам известен, был анонсирован перед началом военной операции в Иран. Это была игра, когда Трамп был убежден, что Иран не выстоит, что Трамп возьмет под полный контроль иранскую нефть, ну не только иранскую нефть, а, собственно говоря, проливы, которые сегодня оказались в руках у Ирана. Вот, Трамп проиграл, и он приехал на эту встречу в Китай, он приехал проигравший. Здесь проблема в цифрах, которые у нас есть. Ну, посмотрите, потребление Китая, вот у нас, если по миру посмотреть, по нефти, больше всех потребляют Соединенные Штаты, 20-21 миллион баррелей в сутки, потом Китай, 16 миллионов баррелей в сутки, потом Европейский Союз, 10 миллионов баррелей в сутки. Но Китай добывает только 5, в лучшем случае 6 миллионов баррелей. То есть Китай импортирует. И импорт в Китай составляет достаточно объемный, почти 70% от всего потребления Китая. Если бы Трампу удалось наступить на Иран, если бы Трамп, а не Иран, сегодня контролировали проливы, то, честно говоря, это был бы сильный козырь в руках у Трампа в той экономической торговой войне, которую сегодня Соединенные Штаты ведут с Китаем. Вот. А получилось, Трамп проиграл. Поражение Соединенных Штатов в иранской войне столь колоссальное, что вот сегодня уже, я думаю, многие ваши зрители видели эту публикацию, статья, которую написал бывший муж
Нуланд, о том, что сокрушительное поражение Соединенных Штатов будет так велико, что оно будет гораздо сильнее, чем поражение во Вьетнаме и во всех других войнах Соединенных Штатов Америки вместе взятых. Ну, это правда. То есть, ежели было свободное судоходство в Ормузском проливе и Баб-аль-Мандебском проливе, вот то теперь оно контролируется Ираном и союзниками Ирана, хуситами. И вот здесь не получилось. Здесь не получилось, и теперь необходимо договариваться. Та ситуация, когда сейчас возникают проблемы с Ираном, да, ну вот Саудовская Аравия, три основных поставщика нефти в Китай. Это Российская Федерация, это самый большой поставщик, до 25%, до 25-30% поставляет Россия. Потом Саудовская Аравия и потом Иран. Так вот, когда возникли сейчас проблемы из-за Саудовской Аравии и Ирана, они вместе поставляли где-то около 2-3 миллионов баррелей в сутки. Полностью эту нагрузку на себя взяла Российская Федерация и полностью закрывает потребности Китая в импорте нефти. Вот. И если Трамп приезжал с целью оказать давление, дабы попросить Китай, или как предложить ему какие-то варианты, при котором Китай оказал бы давление на Российскую Федерацию, например, перестав ей продавать определенные необходимые для ведения боевых действий компоненты, то не получается. Потому что Российская Федерация на сегодняшний момент для Китая стала сверхважным союзником вот именно в обеспечении экономики энергоресурсами. Завершая вот ответ на ваш вопрос, который вы поставили, Александр, в отношении того, кто же все-таки, чьи надежды сбудутся на то, что война, ну как минимум украинская война закончится, ничего особенного не произойдет. Происходит сверка часов, когда все равно главный ракурс, точка, главный тренд, где решается судьба украинской войны, он все равно останется между Соединенными Штатами Америки и Российской Федерацией. Вот здесь будет решаться эта судьба. Я могу сказать так, что после первых результатов встречи в Китае, когда вы очень точно заметили, Китай никак не побоялся начать с места в карьер, да, когда он сразу же предупредил: по Тайваню будете лезть, будете нам мешать, будете отстаивать независимость Тайваня, мы не против того, вернее, мы признаем, что это угрожает всеобщей войной, огромной войной сначала между Китаем и Соединенными Штатами Америки, но мы к этому готовы. Это с места в карьер. Трамп даже ничем не парировал. То есть, во всяком случае, у нас нет с вами в публичной сфере каких-либо объяснений на этот выпад Китая, что Трамп каким-то образом парировал. То есть, завершая такой краткий обзор этой встречи, я хотел бы сказать, что как она началась с битвы рукопожатия, это натурально битва рукопожатия. Трамп ее проиграл на протяжении нескольких длинных секунд. Он не мог вырвать свою руку из крепкого рукопожатия Си Цзиньпина. Вот. И как это началось, так по большому счету это закончилось. Китай заявил о том, что интересует его в первую очередь его национальные интересы. На украинскую войну, еще раз подчеркну, это не отразится совершенно никак. Это может ускорить нахождение консенсуса между Соединенными Штатами Америки и Российской Федерацией по принуждению Украины к капитуляции. Ну, принуждение принуждением, однако давайте ну, каким-то образом попытаемся понять, да, вообще расклад в российско-украинском противостоянии. Та кровавая фаза, о которой мы говорили неоднократно, о том, что вот это 3 дня перемирия там, на 9 мая, они обернутся чем-то страшным, похоже, уже оборачиваются. Беспрецедентно большой и кровавый многочисленный обстрел был по Украине за, ну, сейчас уже нельзя считать там за раз или там за полдня. За сутки уже начинают считать. И то это неправильно, потому что если так вот в комплексе посмотреть, то это, наверное, там ну, где-то до 1,5 суток это все длилось. Удары дронами по западу Украины, потом ракетный в том числе удар по Киеву и по другим районам, конечно же, Харьков, в общем, как обычно.
Жертвы, разрушенные дома. И эта картинка берется Зеленским и выставляется как 93% целей сбито, и смотрите, как у нас классное ПВО. Хотя до этого, вчера, позавчера, Вашингтон-Пост писал, Игнат говорил, все говорили, что нет ПВО, нечем сбивать. Где эта бабушка из начала войны с банками огурцов, которая там поможет дроны сбивать? Понимаете? И вот такое вранье на голубом глазу о том, что мы так классно сбили, и вот такие жертвы, да, оно уже не вызывает ни у кого никакие даже эмоции, потому что вся страна находится в ярме вранья власти. Это ярмо, и все его тянут, украинцы. И все закрывают глаза, шоры повесили и прут себе дальше, и как бы даже не оглядываются по сторонам. Сегодня загремел в тюрягу Ермак. Я не знаю, полчаса, 2 часа, 3 часа он будет в СИЗО, а может вообще там по дороге дойдут деньги залога, да, и он развернется и, собственно, все. Или там поклонится на пороге и уедет, даже в камеру не зайдет. Не знаю. Но с Ермаком так можно. Это других бросают в СИЗО, и ты поди еще попробуй собери там те деньги и так далее. То есть там, а их принимают, не принимают, а там 3 банковских дня. То есть это раньше для простых смертных это можно было, да, вот так вот взять и внести залог. Но картинка какая? Жестокая война. Вот Путин опять стреляет по людям, по жилым домам. Вот это все происходит. И, казалось бы, Зеленский молчит насчет Ермака. Все видят кровь рекой. Ну и как бы и нет Ермака, подумаешь. Все равно он не сядет. Вот так делается политика. Как вы прокомментируете эти события? И, конечно, кто-то меня упрекнет, что это нельзя ставить в один ряд, но я ставлю, потому что именно в этом ряду ничего не меняется в Украине, и именно поэтому очень многие люди кричат с каждого утюга, что война будет долгой, потому что это возможно, потому что в этот один ряд ставят эти все события, вот те на Банковой. Вот, Александр, не знаю, кто там будет отрицать, что это событие одного порядка. Это прямое событие одного порядка. Вот. Те, кто говорит о том, что война все равно будет продолжаться, несмотря ни на что, ну, знаете, люди просто уже действительно разуверились в всяких дипломатических возможностях. Вот. Здесь решать будут не дипломатические возможности как первопричина остановки войны, а дипломатические способности как следствие невозможности продолжать войну. В экономике есть такое понятие кривая производственных возможностей. Это, ну, проще говоря, это график, который показывает соотношение, сколько экономика может выпустить либо станков и оборудования, либо хлеба и колбасы. Нельзя выпускать неограниченно станков и оборудования и колбасы. Проще говоря, в отношении военного времени, если говорить, то нельзя выпускать одновременно много ракет и содержать хоть каким-либо образом в порядке страну и войско. То есть у всего есть граница. Также граница есть у Европейского Союза поддерживать украинскую войну. И это как раз-таки эта граница Европейского Союза поддерживать украинскую войну, ну, была самым серьезным образом, вернее, было показано, что эти возможности исчерпываются на встрече Си Цзиньпина и Трампа. Ну, то есть, когда ничего не произошло, в смысле даже какой-то публичной попытки призвать к влиянию на Российскую Федерацию. В тот же самый момент ситуация с Ираном, ситуация с Мандебским проливом, эта ситуация такова, что у Европы оба легкие схлопываются. Легкое нефтяное, легкое газовое, они схлопываются, и проблема огромная. Так что война будет заканчиваться. И заканчиваться она будет неспособностью Европейского Союза далее поддерживать этот конфликт на Украине, используя украинцев в этой войне против Российской Федерации. Вот. И вот этот в отношении тяжелого, кровавого обстрела, как вы его называете, да, это действительно и жертвы. Одна жертва – это трагедия, а много жертв – там много трагедий. Погибает человек, погибает космос, погибает целая жизнь.
Вселенная погибает с каждым человеком. Конечно, это трагедия. Вот. Но я вам скажу, после того, когда Соединенные Штаты, после того, когда Израиль устроили геноцид в Газе, и эти кадры точно так же облетели мир, сегодня у мира болевой порог крайне понижен. И старые способы воздействия на общественное мнение в той же Европе, например, публикуя кадры последствий обстрелов, они, Александр, они уже не работают. Это я вам говорю из Европы. Поскольку также активно публикуют, со своей стороны, в меньшей степени, но также активно публикуют оппозиционные силы европейские, оппозиционные силы последствия украинских атак на российские регионы, также публикуют жертвы, которые точно так же есть на территории России. И по этой причине эмоциональная вот эта составляющая, она становится ниже. А вот то, что на сегодняшний момент у многих европейцев в преддверии, да уже начала отпускного сезона, им возвращают билеты на самолеты, да, когда уже количество отмененных рейсов достигает 70 тысяч рейсов на 3 месяца, только Люфтганза отменил 25, вот было 20 отменено, тысяч и еще 5 тысяч они отменили. За 1 месяц выросшие цены на билеты на самолеты в 2 раза, Александр, в 2 раза, то, за что платили 500 евро для того, чтобы, там, скажем, из Берлина слетать в Турцию и обратно, сегодня платят 1000 евро. Заработные платы европейцев не выросли, налоги прямые и косвенные увеличились. Мерц, как руководитель немецкого правительства, был освистан на своем последнем выступлении, когда он сказал, что для того, чтобы поддержать военные расходы на Украине, надо провести реформу социального государства. Проще говоря, он сказал: немцы, я хочу у вас еще больше денег забрать и отдать их Зеленскому. Его освистали, не дали договорить. Так что вот этот комплекс вещей, я отвечаю на то, что ужасные реалии войны, они уже перестают действовать, это становится статистикой. Даже вот при использовании всех манипулятивных технологий европейской пропаганды они уже не работают, а свои собственные кошельки начинают оказывать серьезное влияние. Арест Ермака, знаете, я могу сказать, плохо, наверное, да не наверное, а точно, знаете, радоваться событиям, когда другому человеку плохо. Но это подлец. Это просто-напросто вот это тот архитектор, который выстраивал, это столько додуматься об этом, выстраивал государственную власть, принимал самые важнейшие решения политические, советуюсь с гадалкой. Что это такое? Люди, вот вы можете себе это понять, представить, объяснить? То есть, что это такое? Возьми, нет, пожалуйста, смотрите, фотографии руководителей САП и НАБУ, отвези их на кладбище, закопай, пописай на них. Что это такое? Понимаете, это же по этой причине не... Там нормальная гадалка, я вам хочу сказать. Она же ему четко нагадала, что либо вы, либо они. Но сейчас, походу, они. И говорит, она же ему четко сказала, говорит, тебе надо уезжать. Андрей, уезжай. Придется уезжать. Он вчера, позавчера, он говорит, я никуда не поеду, А гадалка нормально там ему все напророчила. Поэтому, знаете, я, конечно, шучу, я сарказм, но тем не менее. То есть, если бы слушал бы нормально гадалку, может и войны бы не было, если бы они нормально слушали себя. Конечно, это кладбищенская тема, это ужас. Да, это ужас невероятно. Пойди водички набери с той могилы и с этой могилы, а потом вот этих браслетиков понаделай, дари всем браслетики, настоянные на воде с могилы или на трупах належанные. Но это же... Мы с вами здесь имеем, знаете, наверное, ярчайшую демонстрацию. Вот есть «Государство», диалог Платона, да, когда он говорит о том, что произойдет, ежели низшие, необразованные слои допустить к управлению государством. Ведь то, что мы имеем в лице Ермака и Зеленского, мы можем сказать, что это люди необразованные, не имевшие никакого опыта в определенной сфере. Скворечника, как в народе говорят, не сколотившие, не управлявшие ни районом, ни городом, ни областью, ничем, а тут вдруг попали на такую верхотуру. И вот понимаете,
Что происходит? Ермак берет на себя функцию управляющего всем государством. А здесь нужно хотя бы чуть-чуть разбираться в том, ну, прежде всего, что такое экономика Украины. Ну, каким образом она функционирует? Не тогда, когда тебе просто так деньги дают, а как она производит деньги. Как она платит зарплаты, пенсии, что именно является ее экспортным потенциалом, что необходимо замещать импортом, то есть разобраться в экономике, международные отношения. Наверное, эти парни, когда пришли к власти, они же, наверное, не знали 2/3 названия стран, с которыми Украина имела дипломатические отношения. Этого не понимали. Было совершенно непонятно, когда вдруг приезжает Джонсон, лохматый, начинает что-то говорить, а может он даже от короля, может он правду говорит, ну и тому подобное. Что делают эти люди? Вместо того, чтобы опираться на законы общественного развития, на законы экономики, вместо того, чтобы опираться на свой собственный жизненный опыт, у него их нет, куда идти. Они идут к гадалкам. Они садятся, ну как вот Ермак-то рассказывал, сколько они прожили вместе в одной комнате с Зеленским, спали вместе там и тому подобное. Я ни в каком не в пошлом смысле. Я уж не знаю, какие там у них отношения, там, не знаю, ну, как они говорили, спали вместе. У меня уже, знаете, такие картины представляются. Они, может, просто кости бросали и принимали решения в области международной политики, экономики, войны, кадровых назначений. Давай в кости поиграем. Не, Или подожди, как там, они УЕФА. не-не-не, это яичко, воск, и вот это вот Да, выкапывали, да, поэтому прости господи, да. То есть, вот, и по этой причине здесь необходимо, знаете, мне будет, ну, откровенно жаль, ежели получится так, что вот выскользнет из очень серьезного контроля этот человек. Потому что этот человек действительно сумел расставить по всей вертикали власти, по всей и вертикали, и горизонтали, расставить огромное количество людей, не очень высокого полета ума, но людей, которые вот имеют там через гадалок пропущенное собственное самосознание. Эти люди будут служить. Они будут Ермаку служить, прислуживаться. Они будут служить до тех пор, пока Зеленский Ермака не сдаст. Потому что Ермак будет рассказывать о том, что, смотрите, вот он молчит, все в порядке, мы в одной упряжке, мы работаем. Вот почему? Важно, чтобы прошел достойный судебный процесс. Важно, чтобы были получены все доказательства преступной деятельности сегодняшнего исполняющего обязанности президента Украины, как мы недавно получили фактические подтверждения его наркотической зависимости. Человек управляет страной, находящейся в войне, регулярно употребляя бодрящие наркотические препараты. Понимаете? И вот здесь будет жалко, конечно, если это произойдет, но в любом случае, сам факт, Александр, я скажу, он сам факт очень достойный и также играет на остановку войны на Украине. Поскольку, ну, я думаю, у вас-то такая возможность есть, вот, видеть это, проанализировать это у многих ваших зрителей. Вот. Практически все мировые СМИ, от Вашингтон-Пост до Neue Zürcher Zeitung, практически все написали серьезные репортажи, в которых фигурирует либо Р1, вот этот самый, да, ну, либо впрямую Зеленский, и практически все репортажи под одним камертоном, как будто бы, да, то есть под одной нотой выписаны репортажи о том, что люди, которые проспали вместе, если не в одной постели, то в одной комнате на протяжении всего этого времени, они не могли не вместе воровать эти миллиарды, они не могли не вместе это делать, и Зеленский во всем проинформирован, и это действительно бомба, очень большая бомба, которая для многих и политиков, и просто людей, активно политических, ходящих на выборы в Европейском Союзе, сегодня предмет серьезного переосмысления отношения к ситуации на Украине. Сколько оно может продолжаться? Последний момент, Александр, знаете, последний момент, вот вы говорите, что люди это увидят, все равно будут топить за Зеленского, все равно будут в этом направлении действовать. Александр, вот я не знаю, я просто вижу вот темп вашей работы, да, и вы, ну, загружены до невозможности. У меня есть возможность читать комментарии вот под нашими с вами диалогами, под другими диалогами, вот
Все ваши спикеры очень интересные люди. И там много комментариев. И вот я специально на это смотрю послушать. Ведь на протяжении, наверное, последних 3 месяцев самым активным образом расширяется поле людей, выступающих украинцев из Харькова, Днепропетровска, Одессы, Сум, Запорожья, украинцев, которые говорят: все, хватит. Украинцев, до которых постепенно начинает доходить преступный характер украинской власти. Украинцев, которые говорят о том, несмотря на все эти жестокости, я только сегодня, я думаю, вы получаете очень много таких писем, Александр. Вам люди пишут, вот ваших этих, вам тысячах вот этих вот комментариев, там такого много есть. И сейчас этот процент увеличивается. Я сегодня получил несколько писем, у меня маленький там канал и так далее, но я получил несколько писем из Днепропетровска и Харькова. Когда люди пишут о том, что они уже поняли, что произошло, что стравили умышленно два этих народа. И все, что они хотят, чтобы война закончилась, Зеленский был судим вместе со своей бандой, были восстановлены отношения с Российской Федерацией, вернулись к созиданию, а не к войне. Ну, смотрите, сколько будет длиться это прозрение? Вот же главный вопрос. А Это давайте так тяжело. задам. Это Прозрение, тяжело. прозрение в Европе и прозрение в Украине. Потому что вы когда перечисляете, вот это вот перечислили, Харьков, Одесса, ну вот, да. Ну так получается, что у Зеленского много времени. Это прозрение должно наступить в Тернополе, в Ивано-Франковске, во Львове. Но там, конечно, помогают этому прозрению наступить индусы, которые дерутся с цыганами. И вообще, как бы так люди немножко, как бы, знаете, проснулись в одночасье в какой-то другой реальности, да. А все кричали: мы хотим Европу, мы хотим Получайте Европу. Смотрите, выходишь, и ни одного привычно знакомого славянского лица. Ну или там какого-то лица, которое ты привык видеть, я там имею в виду там Закарпатье, да, куда тоже прилетала вчера. То есть ты как-то так, ты находишься в другой реальности. Так это европейская реальность, это такая Европа сейчас. Ну, и там белый человек в меньшинстве, и там очень мало надежды. Давайте я так мягко, очень мягко скажу. Очень мало надежды, что если, например, какой-нибудь здоровый темнокожий товарищ пристанет к женщине, что на улице наберется плюс-минус быстро, да, каких-то бравых мужиков, коренных жителей, которые объяснят ему, что не надо нападать, например, на женщину в публичном месте. Это все реже такие явления, а то и вообще не происходит. Понимаете, тут как бы, ну вот такая Европа. Так они не прозреют, или уже прозреют, но с другой колокольни, с черного хода они, простите, я ничего не имел плохого в виду, с черного хода они прозреют. Я имею в виду те регионы, о которых вы не упомянули. Да, прежде всего я хотел бы вас поддержать, что если кто-то еще и имеет какие-то фантазии об этническом составе Европы, ну, то есть имеет некоторое идеалистическое такое восприятие Европы, как Европы, например, 60-х, 70-х годов прошлого века, то он, конечно, глубоко ошибается. Сегодня достаточно пройти по Елисейским полям вечером, ведь полиция даже на это не реагирует. Вечером, когда вот сейчас уже теплеет в Париже, я имею в виду, да, на Елисейских полях, просто возле каждого подъезда на всех тротуарах выстилаются картонные коробки, бомжи выходят, ложатся. Конечно, основная их часть – это люди, приехавшие из разных бывших колоний, вот, и не, те, которые не смогли найти себе применение в этом европейском раю, ну и люди очень многие опустившиеся. Но были уникальные вещи, мы как-то давно это, правда, уже достаточно было. Сегодня ситуация еще хуже. Знаменитый 9-й квартал Парижа – это вообще катастрофа, честно говоря. Вот. Но мы как-то за женой гуляли по Елисейским полям, и была картина, когда супружеская пара бомжей так из картонов себе, значит, сделали лежбище, и у них телевизор на батарейках. Они в батарейки вставляют, включают телевизор и ложатся на асфальт смотреть вечерние новости и кушать то, что подобрали в соседнем бачке возле Макдональдса.
Вот. Такая идиллия была бомжовская. Да, это действительно так. Действительно, в Европейском Союзе действует целый ряд законов, с которыми боролись Орбан. Вот очень сильно, это яркий пример Орбана, который боролся. Борется Австрия, борется Швейцария. Пытается бороться сегодня Германия, но пока у нее это не получается. Недостаточно политических сил, чтобы противостоять такой миграции и перерождению, этническому перерождению своей страны. Но в общем и целом законы, которые не то что запрещают хоть каким-либо образом ограничивать миграцию, они запрещают ограничивать даже незаконную миграцию. Происходит сегодня изменения, борьба идет, но на самом-то деле благодаря этому вот из тех регионов, где Соединенные Штаты, Германия, Франция, если мы про Алжир, например, говорим, да, Израиль, где они устраивают войны, где проходит геноцид, где создаются условия, которые невозможны для жизни человека, оттуда идет миллиардная миграция. Она разбивается на потоки, в конечном итоге заселяются десятки миллионов с разных сторон. На Европейский Союз припадает в общей сложности, ну, там за 10 лет до миллиарда новых человек, которые припадут в ближайшие 10 лет до миллиарда новых человек, которые войдут в Европейский Союз. И угроза, конечно, колоссальная. Вот. Да, но сможет ли Украина, то, знаете, ставится вопрос. Сможет ли сейчас Украина на самом-то деле не пользоваться трудом мигрантов из Бангладеш, трудов мигрантов из Африки, которые сейчас начинают появляться, из Индии там, и так далее? Отвечаю, нет, не сможет. Это та самая ситуация, которая давно предупреждала, еще лет 7 назад начались эти процессы, когда в результате АТО, в результате войны против Донбасса, которая была начата в 2014 году, начались массовые миграционные движения тогда в Российскую Федерацию. Тогда многие люди, уходя из Донбасса, уходя в Россию, там же ушло где-то около 4 миллионов ушло в Россию, около 1,5 миллионов внутрь Украины переместилось. Вот. Они также затягивали с собой, началась миграция из Харькова, когда стали падать предприятия харьковские, днепропетровские, из-за разрыва связей с Российской Федерацией. И тогда заговорило Министерство социальной политики Украины о том, что впереди демографическая трудовая яма, которую нечем будет заполнить. И что у нас не будет другого выхода, кроме как предоставлять эти места мигрантам. На сегодняшний момент, если мы берем цифры, официальные цифры. Смотрите, я хочу сразу возразить, одну секундочку, маленькая ремарка. Одно дело мигранты от жиру, когда наплодили юристов, экономистов, и в принципе все при работе, кто-то бизнесует, кто-то по специальности, кто-то там, и это от жиру, что нет рабочих рук, от жиру. А другое дело, когда от того, что сейчас у нас там 22 миллиона, Улютин говорил. Он говорил так, 22-25. Да. 22-25. А 11 из них пенсионеры. Да. Нормальная страна? Да, именно так. Исключите детей, исключите женщин, которые сидят по уходу за детьми. И у вас получится, если вы уберете мужчин, которые еще прячутся сегодня от мобилизации, около 2 миллионов человек, то у вас окажется, что на самом-то деле на важнейших сегодня направлениях транспорт, дорожное строительство, которое необходимо восстанавливать, то есть очень много направлений, на которых просто катастрофически не хватает рук. Другого выхода, кроме как сюда, а взять можно же юристы, успешный юрист не поедет. Понимаете? Еще раз подчеркну, люди будут ехать из тех районов, где есть первое, проблема с питьевой водой. А проблема с питьевой водой сегодня будет все более остро становиться на всем Ближнем Востоке. Второе, проблемы с питанием, проблемы с жильем, проблемы со способностью жить, удовлетворить необходимые потребности жизненные. Индия, какая это не есть сильная страна, огромная страна с 1,5-миллиардным населением, но в Индии огромные районы, где до сих пор не лежит голод. Я напомню эту цифру, ее нужно знать. Это очень важная цифра. Ежедневно в мире, внимание, 25 миллионов человек умирает от голода. 25 миллионов человек умирает от голода. Почти 1 миллиард людей, это по данным Организации Объединенных Наций, почти 1 миллиард людей, там 800, почти 900 миллионов человек, находится в состоянии хронического, многомесячного недоедания.
понимаете? И многие из этих людей, которые умирают от голода и которые находятся в таком состоянии, они из Индии. В Китае есть еще некоторые районы, в которых не решена проблема недоедания. Ну, они как-то с прямым голодом уже справились. Буквально, последние пару лет эти данные не поступают. Вот, о массовых смертях от голода из Китая. Вот, но это есть. Это страны, имеющие более миллиарда населения. Так что эти люди, когда им сейчас показали кадры, что, слушайте, есть такая страна, как Украина, а в этой стране Макдональдс работает. В Макдональдсе, возле Макдональдса стоит мусорник. А в мусорнике есть остатки только что недоеденного, но только что сделанного Макдональдса. Это будет удивительно. Но, понимаете, когда мы с вами имеем данные, что более 600 миллионов человек на планете Земля вообще не имеют укрытия на ночь, что 1,5 миллиарда человек не имеет жилья, даже самого примитивного, то вы тогда поймете, до какой степени этот Макдональдс из этого ящика возле украинского, он важен таким людям. Вот кто будет ехать. И это одно из прямых следствий этой войны. Я скажу даже, наверное, более конкретно. Отказа подписать Стамбульские соглашения. Когда серьезные противоречия, которые касаются безопасности на Евразийском континенте, на них просто плюнули на эти противоречия и решили, будем воевать. Будем воевать украинцами. И кроме непосредственных смертей, кроме непомерно растущих с арифметической прогрессией кладбищ на территории Украины, кроме этого происходит замещение. Но я хочу вот что сказать, что уже без этого замещения экономическое функционирование даже этой страны в этом состоянии, когда мы денег не зарабатываем, когда мы живем исключительно за счет подачек из-за рубежа, даже в этом состоянии уже невозможно поддерживать жизнедеятельность государства без гастарбайтеров, дешевых рабочих рук, без индусов, без африканцев, без тех, кто, в общем-то, кого не призовут, а работодатель будет, с удовольствием брать их, потому что платить им нужно меньше, чем украинцу. Потом, смотрите, тут же очень классная математика, а потом призовут работодателя. У меня тогда такой вопрос. Так что получается, Россия Призовут победила? работодателя, да. Россия победила, получается, тогда? Стратегически да. Стратегически да. И переломной точкой было осознание во всем мире победы Ирана над Соединенными Штатами в иранско-соединенно-штатовской израильской войне. Конечно, этот визит Дональда Трампа в Китай, жалко, что мы с вами не имеем доступа к документам, к секретным документам, которые обсуждались, подписывались, но они все равно будут становиться явными. Где знают двое, там знают все. И мы будем видеть, что и каким образом обсуждалось. И такой большой дефицит, серьезнейший дефицит нефтепродуктов и других, тут дефициты торговые возникли по целому ряду направлений, сырьевых направлений из-за перекрытия 2 проливов и полной неспособности Соединенных Штатов Америки с ее самой мощной армией мира хоть что-то сделать против Ирана, да и против хуситов они ничего сделать не могут. В общем-то, говорит о том, что да, вот эти все события приводят к тому, что Россия побеждает экономически, Россия побеждает геополитически, и время сегодня играет на Россию. Мы сможем только констатировать, то есть как таковая капитуляция Украины, это будет уже констатация факта, который по большому счету свершился. Россия побеждает, Украина проигрывает. Если на сегодняшний момент, мы на сегодняшний момент не имеем, знаете, другого человека, кроме Зеленского, который благодаря «я не колдун, я только учусь» этого товарища Ермака, да, выстроили всю эту вертикаль, только Зеленский сейчас должен дать эту команду. Если сейчас будет дана команда принять
переговорные условия, то есть отдать ту часть Донбасса и согласиться на возвращение к декларации о государственном суверенитете Украины, то тогда это последний шанс спасти Украину от развития этих деструктивных, окончательно смертоносных деструктивных явлений, которые мы сегодня с вами наблюдаем, ну, в том числе в демографической сфере. И здесь, знаете, здесь такой момент. От Шойгу сегодня появилась информация, да, Шойгу высказался о том, что да, война остановится, как только Украина вернется к своему нейтральному, внеблоковому, безъядерному статусу. Ну, то есть намеков не будет на желание вернуть ядерное оружие, да, внеблоковый статус и нейтральное государство. Но ведь посмотрите, вот я к украинцам опять-таки, да, вот к большому числу украинцев, они разные. Ну, попозже я бы хотел бы на этом остановиться, что я сейчас вижу разные социальные группы по отношению к оценке происходящих событий. Вот. Но ведь в НАТО отказали все. Ну, просто стучаться некуда. В Европейский Союз отказали все. Просто стучаться некуда. В чем проблема? Ведь если нам сейчас с вами говорят, что, слушайте, война прекратится, и мы начнем восстановление, ежели только вы признаете объективную реальность, которая на сегодняшний день существует. Если вы признаете о том, что вас кормили сказками о НАТО, вас кормили сказками о Европейском Союзе с одной единственной целью. Стравить, в конце концов, с Российской Федерацией. Они этой цели добились. Ну так, может быть, хватит дураками быть. Ну, хватит уже позволять вот тут на себе ездить. Может быть, имеет уже смысл вспомнить действительно о своем собственном, национальном, украинском интересе. А он как раз и лежит в области признания реальности и возвращения международного разделения труда. А реальность такова: в НАТО нас нет и не будет, в Европейском Союзе нас нет, ну и, наверное, в ближайшей перспективе не будет. Это точно то, о чем все заявили. А мы можем вернуться к мирной жизни. Мы можем вернуться к тому, чтобы начать восстанавливать страну. И еще этот шанс есть. Пока. Василий Александрович, тут такой момент по поводу, ну, это про прозрение украинцев, про прозрение европейцев. Давайте два слова буквально скажем. Смотрите, пример Латвии, Эвика Селиня, ну, так, по-моему, да, ее правильно, Селиня, ну, Селиня и Селиня. В общем, она в отставку подала после того, как дроны украинские попали по территории Латвии. До этого, несколько дней назад, подал министр обороны, и она подписала, говорит, вот справедливо все. Ну, это такая культура европейская, если какой-то факап, то, соответственно, вот так. Сейчас целый пример. Сейчас все, конечно, могут вспомнить вот это проклятие Зеленского, с кем не поручкается, тут сразу под зад коленом на вылет. Но это в тех случаях, потому что там какие-то внутренние интриги, какие-то ошибки, экономические просчеты, рейтинг, политика. А тут конкретно Украина и конкретно дроны. Здесь не одно рукопожатие Зеленского, здесь украинский дрон, который угодил, потому что, ну, чем дальше, тем больше. Вот я высказывал эту точку зрения, общался там с людьми, которые примерно понимают в дронах, да, техническую часть, что просто автозахват цели искусственным интеллектом, они же одинаково, ну это же советские вот эти бочки стоят нефтяные, и вот они просто захватили, ударили туда, она пустая оказалась, уже там не использовалась, но она очень похожа на российскую, поэтому, ну, вот так, вот как развивается искусственный интеллект. Зеленский, который принимает Карпа из Палантира, тоже, наверное, да, вот об этом это все, как бы это вся часть войны. Но получается, что, еще раз, логическая цепочка. Украинский дрон пролетает по Латвии. Латвия его пропускает, люди возмущаются, говорят, ничего себе, и уходит в отставку министр обороны и премьер-министр. Погодите, так Украину
ну, мы когда... Вот я просто вижу, как многие рвут на себе рубаху, кричат, что Европа сейчас будет готовиться с нами воевать, ну, имеется в виду с россиянами, или как с нами против россиян, вот так, да? Сейчас вот они, сейчас им надо накопить жирку, сейчас как ударят. Нет! Если бы не вот эта отставка, может быть и да. Но после этой отставки я делаю вывод, что нет. Так может это прозрение, оно перманентно, оно есть. Просто, ну, не спрашивает никто. Ну, кто будет вас спрашивать? Вы кто? Налогоплательщики? Лохи вот эти. Ну, вот платите. Ну, опросы по Европе проходят в результате выборов. И именно выборы, и в первую очередь, конечно, в Германии, которые показывают то, что все более и более в Европе, в Германии, набирают популярность политические силы, которые выступают за мир на Украине, за прекращение финансирования войны, за прекращение разжигания межнациональной розни, за восстановление мирных и рабочих отношений, в первую очередь Германии, Европейского Союза, с Российской Федерацией как единственного способа спасения от последствий санкций против Российской Федерации. Кстати, именно в такой формулировке все чаще это звучит в европейской прессе, в немецкой прессе. Ну, Берлинер Цайтунг употребляет такие формулировки, что спасение от последствий санкций, введенных против Российской Федерации. Вот. И таких все больше. И прозрение действительно наступает. Ситуация, знаете, с министром обороны и с премьером здесь, в принципе, прибалтийские, ну как их назвать, прибалтийские тигры, что ли, да? Страна, которая по размеру меньше, чем Троещина, ну по населению там, да, или чуть-чуть там равняется ей. Вот, так вот, Ой, я бы в положении Украины сейчас по поводу населения не острил. ну я согласен, Александр, да, согласен. Вот, ну я просто про то, что ну как-то так смешно получилось, что Кая Каллас, например, да, эстонский политик. Это же та же самая история, как, например, с Зеленским и Ермаковым. Ну, люди, которые прекрасные клоуны, они не могут быть президентами. Мне очень нравится это высказывание, знаете, хочешь посмеяться, иди в цирк, зачем что президентом из него делаешь. Так и здесь. Человек, вот Кая Каллас, это все равно, что политик районного масштаба, ну, селом каким-то руководил. И вдруг этого человека, который не привык к масштабам, который не пропитан на самом-то деле международной дипломатической ситуацией, выбрасывают на представлять еврокомиссар по международным делам. Ну, что это такое? Вот, так вот здесь случилась такая ситуация, когда, понимаете, из-за накрученной антироссийской истерии, из-за образа, постоянно создаваемого Зеленского, его окружения, как Зеленский верховный ангел, а все остальные ангелы поменьше, у них тоже нимбы над головами, только поменьше, но произошло сумасшедшее противоречие. Эти люди просто теперь не смогли объяснить, а как быть. Украина действительно использует пространство их стран для ударов по Российской Федерации. На самом деле это совершенно легитимная возможность Российской Федерации ударить по территории страны, откуда запускаются против нее дроны. Это самая реальная прямая опасность. И как быть? Вот как это объяснить, эту ситуацию, что, оказывается, эти ангелы воюют такими способами, что они их страну подставили под удар, и руководство страны, одного из этих тигров прибалтийских, ничего не смогло сделать. Понимаете, я хочу сказать, что объяснения нет. И когда объяснения нет, ну, тем более в европейской традиции, ну что, рассказать нечего, мы не можем, пускай другие рассказывают и объясняют. И в общем, надо сказать, что это, да, это достаточно серьезный сигнал, который, да, уход политиков с руководящих должностей – это как следствие реакции общества на неприятие того, что произошло. Это может говорить о том, что все больше и больше людей действительно задумываются над тем, что а нужна ли эта война, про которую так сегодня много говорят в европейской прессе, когда, знаете, сегодня в Германии показывают линии, конвейерные линии Volkswagen, которые переоборудуются под производство тяжелых вооружений. Нужно ли это на самом деле? Или существует другой дипломатический путь? И вот комплекс, вот опять-таки, завершая ответ на этот вопрос, ну, я достаточно
Конечно, хотел бы более широко общаться и с политиками, с общественными деятелями немецкоговорящей среды, то есть Германии, Австрии, Швейцарии. Нет слишком большого круга, но на моих глазах я вижу, как те люди, которые в самом деле воспринимали Зеленского как ангела, вдруг в комплексе всех этих событий начинают переоценивать свое отношение. И здесь, еще раз говорю, очень важно этот процесс переоценки будет идти быстрее, чем силы, которые готовятся к войне с Российской Федерацией, или медленнее. Но по всем показателям, Александр, я повторю, я не хочу ошибиться. Не хочу ошибиться. Вот. Это тот прогноз, который я уже, наверное, месяц постоянно я о нем говорю. Какое-то, основываясь на цифрах, основываясь на ситуации геополитической, основываясь на цифрах, которые показывают нам победы политических партий Европейского Союза и противостояние внутри Соединенных Штатов Америки. То есть все это говорит о том, и то, как задыхается Европа сегодня без энергоносителей, все говорит о том, что сентябрь-октябрь месяц – это будет время завершения конфликта и перехода ситуации в другую фазу. Потому что, по сути, это будет капитуляция, ибо Европейский Союз не в состоянии будет опереться ни на общественное мнение в Европе для того, чтобы получить дальше право грабить своих граждан и отправлять эти деньги на Украину, ни экономических возможностей продолжать войну не будет. Ну, а как я понимаю, ну, опять-таки, если я правильно понимаю, это тоже вот был такой инсайт, его активно. Но опять-таки, просто нет смысла об этом говорить, да? Хотя он появляется после удара по Ермаку, после вот этого приговора, 140 миллионов залога. Ну, смотрите, это же, ну, люди говорят, да, успокойтесь, что вы с тем Ермаком носитесь. Хорошо, согласны, но внесут залог, он уже под следствием, он уже, собственно, в разработке. Эти суды могут длиться вечность могут длиться. А это означает, что, давайте так прямо, если условно сентябрь-октябрь все заканчивается, а там Зеленский обещал западным партнерам в октябре выборы, это означает ровно одно. Не будет Зеленского на выборах. Как пошутил один политтехнолог украинский, Андрей Золотарев, говорит, Зеленский мечтает о втором сроке, а как бы не получить первый, но другой. Да, хорошая шутка. Ну, по Ермаку, по поводу того, как будет так, как решат в Соединенных Штатах Америки. Знаете, недавно вот я читал Олега Царева, да, он пишет о том, что, ну, выступление Юлии Мендель это есть не более, нежели работа чуть ли не самого Петра Порошенко. И книгу, мол, Порошенко ей заказал, и гонорар в 2 раза поднял, что все это суть внутренняя борьба анти-ермаковской, анти-зеленковской коалиции против Зеленского Ермака. Я не могу с этим согласиться, просто от слова совершенно. То, каким образом европейская пропагандистская машина включилась в раскрутку интервью Юлии Мендель Такеру Карлсону, да, ну, это говорит о серьезной команде ФАС. Точно так же будет происходить и внутри Украины, точно так же судебные процессы. Если будет какая-то подвижка в продвижении к мирному урегулированию украинского процесса, возможно, чуть-чуть эти вожжи отпустят. Да, возможно, тогда, знаете, как рыбу, когда вы карпа захватили, да, что важно его подтянуть, дать ему хлебнуть воздуха, отпустить, ну и так далее. Кто рыбак понимает, о чем я. Так и здесь будут подтянули, отпустили. Но ежели в силу злоупотребления украинским исполняющим обязанности президента Владимиром Зеленским неспособности уже адекватно оценивать окружающий мир, не будет никаких подвижек к миру, ну то тогда процесс посадки, серьезной, настоящей посадки Ермака может быть просто мгновенно запущен. Ведь посмотрите, в решении суда
да, вот сейчас по избранию меры пресечения указан большой перечень лиц, с которыми Ермаку запрещено общаться. Что Ну, это означает? гадалка Вера там тоже, да. С гадалкой даже нельзя. Наверное, самое трагическое для Ермака явление. Вот теперь весь источник знаний о мире у него обрезали. Вот. Да, и вот Так это, когда а вы вообще, теперь... сейчас вы закончите мысль, я просто буду гадалка, там, это продолжение того, с чего мы начинали. А вы видите, какая у него речь? Ну, я как-то видел там раньше в интервью тоже как так, ну, как бы так, ну, а что его там, завхоз и завхоз, там, ну, ладно, там, бог с ним. А вы видите, как он разговаривает? А вы видите, как он может мысли донести? У него это же признак, ну, по крайней мере, смотрите, я, выходец старой советской школы, то есть ты должен, чтобы мы еще сдавали экзамены, рассказывая у доски, устные там были определенные экзамены, да, то есть, некоторые ты изложения писал, там еще что-то. Щас, когда тесты, да, ну, как бы, ну, тесты и тесты. И учитель говорил: ты показываешь свое знание через свою речь. Как он себя вел на этом суде? Как он это же просто какой-то, это позорище было, главным человеком, Карабасом-Барабасом всей системы Украины. Ужас что. Извините, это так Абсолютно. И здесь, знаете, отклонился. да нет, все в этом направлении. Когда мы говорим, что знание о мире этот человек получал через гадалку, это о многом говорит. И, знаете, Шопенгауэр когда-то очень точную формулу дал вот под ваши слова, о которых вы говорите: кто ясно мыслит, ясно излагает. Понимаете? Когда кто-то начинает что-то несуразное бормотать, или кто-то начинает из себя изображать слишком человека образованного, но говорит так заумно, что невозможно понять ни тем, кто слева, ни тем, кто справа, на самом-то деле такой же бардак творится в голове у человека. А здесь то, что отмечали многие, кто контактировал неоднократно с Ермаком, обращали внимание на его хамскую манеру поведения. Дело в том, что хамство как таковое замена интеллекту, то есть давление силовое, замена знанию. Вот это да, это действительно то, что мы с вами, имеем. Вот. Так что, э, Александр, я думаю, одним словом, подводя итог, что мы с вами действительно находимся в ситуации, когда очень сильно консолидируются общие явления. Да, по Ермаку, выскочил же из головы, извините. По Ермаку в отношении запретов, да, запретов, которые вот ему принял суд на право не контактировать с этими людьми. Что это означает? Это означает, что вот так вот хлопнуть, закрыть. Потому что любой, даже опосредованный сигнал, который может быть являться элементом связи с кем-либо из тех, с кем ему запрещено общаться, будет тут же судом расценен как нарушение правил нахождения в такой мере пресечения, как там, скажем, домашний арест или еще что-то в этом роде, и обратно возвращен в тюрьму. То есть он уже полностью находится под колпаком. Он уже ограничен во всех правах. Он уже является мышкой, с которой играется кошка. И она как захочет, отпустит, словит. Но ему уже хребет подкусили. Уже левая ножка не работает. Понимаете, уже рвануть не получится. Он уже находится под колпаком. И колпак этот полностью контролируется не украинская позиция, конечно, он контролируется американцами. И чем дальше будут продвигаться переговоры группы Дмитриева по этому пакету в 14 триллионов долларов договоренности между Соединенными Штатами и Российской Федерацией, чем тяжелее будет становиться мировая ситуация из-за проигрыша американцев в иранской войне, тем сильнее, конечно, позиции и России, и Китая, и оси всей этой Ирана и Северной Кореи, и ближе завершения войны на Украине. Здесь, знаете, Александр, я хочу вспомнить, у меня вчера был один интересный, очень длинный разговор с одним человеком, он сам из Хорватии. Этот человек бежал из Хорватии 30 лет назад, когда в Хорватии была война, вот это трагические события Балканской войны 91 года.
когда страшные вещи происходили, когда усташи хорватские резали у себя в поселениях сербов, потом ответили им четники сербские, резали хорватов, ну страшные события, одним словом, были. Вот. И вот он мне говорит по результату всего: ты знаешь, Василий, говорит, наступил такой момент в нашей войне, когда и мы, и сербы, когда мы забыли, из-за чего все началось. Когда осталась только ненависть, уничтоженные дома и города. Самое страшное в вашей украинской войне будет тогда, когда вы забудете, почему все началось, и будете просто хотеть, как на ресталище, победы. Чтобы наша футбольная команда победила или другая. Если вы не опомнитесь, у вас ничего не будет. И вот он говорит, когда он рассказывает про ситуацию, как у них, если не международная военная поддержка, не международный контроль международных коалиций, сил, то ситуация, говорит, прошло 30 лет, а ты думаешь, что-то изменилось? Нет. Мы забыли, почему все началось, потому что так все перепуталось, связано со Второй мировой войной, связано с тем, что хорваты были с немцами. Длительная история. Хорватия была в Австро-Венгерской империи, Сербия была под турками в Османской империи. То есть все, потом это все так запуталось. Простые люди уже совсем все забыли. Просто осталось одно: этническая ненависть друг к другу. И это катастрофа. Он говорит, сейчас ситуация такова, по прошествии 30 лет, ежели не будут действовать международные военные силы, которые по большому счету не дают ни нам, ни Сербии друг на друга напасть, кровь польется также на этнической почве. Вот. И вот сегодня, конечно, очень сильно хотелось бы, чтобы не повторили мы этих всех страшных ошибок. Что когда Будет уже все страшнее. прыгание на Майдане потеряло смысл из-за отказа в НАТО, из-за отказа в Европейском Союзе, вернулись к интересу украинскому. Вот, будет страшнее. Знаете почему? Потому что это тоже так говорили еще очень-очень давно. В школе еще так говорили. Не знал, а еще и забыл. Да, 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 где-то Мало так. того, у нас же не знали, почему все началось, а тут еще и забыли. А тут Поэтому еще. тут будет вот такой комплекс. Но в любом случае будем, конечно, следить за ситуацией. Василий Волга был моим собеседником сегодня. Я благодарен за время и мысли. Всего хорошего и мои пожелания скорейшего мира всему миру. Берегите себя, друзья. Добра и света. Увидимся. Всем пока.